История не всегда пишется чернилами на пергаменте. Иногда она высекается сталью на камне и омывается кровью тех, кто отказался преклонить колено. Взгляните на эту книгу. Ее страницы пахнут гарью и морской солью. В ней сокрыта правда об острове Родос, последнем бастионе, стоявшем между Европой и наступающей тьмой. 1522 год. Родос был не просто островом. Это было око мира, неприступная скала, которую рыцари-госпитальеры превратили в совершенную машину войны. Здесь, под жарким солнцем Средиземноморья, воины в белых накидках с красными крестами хранили обеты, данные сотни лет назад. Их вел Филипп де Вилье де Лиль-Адам, старый магистр, чьи седые волосы видели десятки сражений. Он знал, мир – это лишь короткий вздох между ударами мечей. Пока кузнецы в темных недрах крепости ковали сталь, а молодые оруженосцы оттачивали удары в пыльных дворах, на горизонте уже сгущались тучи. Но это были не грозовые облака, это были паруса. Когда небо почернело от мачт, Родос замер в ледяном ожидании. Султан Сулейман, великий правитель огромной империи, привел к этим берегам само пламя ада. 400 кораблей и 100 тысяч воинов, чьи доспехи сияли золотом, прибыли с одной целью – навсегда стереть рыцарский орден из памяти человечества. В тот день, когда первая лодка коснулась песка, история острова изменилась навсегда. Янычары высаживались бесконечным потоком. Их знамена с полумесяцами яростно бились на ветру, предвещая конец эпохи. Султан Сулейман лично сошел на берег. Он был подобен незыблемой горе, величественный, грозный и холодный. С вершин башен можно было наблюдать, как вражеский лагерь разрастается по побережью, словно огненная язва, пожирающая остров. Против этих легионов стояла лишь горстка людей, 500 рыцарей, но за их спинами были стены, возведенные предками, и вера, которую не мог поколебать ни один смертный. Вскоре заговорили пушки. Султан приказал развернуть базилики, медные чудовища, созданные крушить горы. Первый выстрел потряс остров так, что птицы замертво падали с небес. Огромные каменные ядра врезались в бастионы, превращая вековой камень в пыль. Дни слились в бесконечный кошмар из дыма и грохота. Защитники чинили стены под покровом ночи, закладывая проломы телами и обломками. Воздух пах порохом, а руки воинов не отмывались от копоти. Сулейман верил, что крепость сломается под тяжестью металла, но Родос держался на духе тех, кто стоял на его защите. Враг был хитер. Когда пушки не смогли пробить брешь, война ушла под землю. Султан приказал саперам рыть тоннели под башни, чтобы обрушить стены снизу. В глубоких подвалах рыцари ставили медные тазы с водой на пол, следя за каждой рябью на поверхности. Она выдавала врага, копающего в темноте. Битвы в тоннелях стали самыми страшными. В абсолютной мгле, при свете факелов, люди сходились в яростных рукопашных схватках. Тоннели становились общими могилами, их взрывали вместе с нападавшими, лишь бы не дать им коснуться фундамента города. Голод терзал защитников, но в глазах магистра Филиппа по-прежнему горел свет, заменявший людям хлеб и воду. Декабрь принес холод, стены Родоса превратились в руины. Сулейман, теряя терпение и тысячи лучших воинов, бросил в атаку все свои силы. Это был прилив тьмы. Враги карабкались по грудам камней. Их крики заглушали звон колоколов. Рыцари стояли в проломах плечом к плечу. Старики и юнцы, те, чей клинок уже затупился от сотен сражений. Кровь окрасила белые накидки в багряный цвет. Магистр Филипп сражался в первом ряду, стоя как скала среди бушующего океана. В тот день султан понял: Родос нельзя взять одной лишь силой. Даже если он убьет последнего защитника, этот замок останется его вечным поражением. Переговоры были короткими.
Сулейман, пораженный мужеством врага, предложил почетный мир. Защитники могли уйти с оружием и знаменами. 1 января 1523 года последние рыцари Родоса покинули гавань, уходя в серый утренний туман. Султан стоял на стене и смотрел им вслед без тени триумфа. Он знал, что встретил воинов, чья воля была крепче стали. Они потеряли остров, но сохранили честь, став легендой, которая спустя века нашла новый дом. Пройдут десятилетия, замок покроется мхом, но история навсегда запомнит тех, кто 6 месяцев держал этот мир на своих плечах. Говорят, что время – это самый беспощадный из полководцев. Оно берет в осаду не города, а саму память. Взгляните на камни Родоса. Сегодня они молчат, покрытые пылью веков, но в каждом их сколе застыл крик тех, кто верил в вечность. Что есть крепость? Лишь груда известняка, скрепленная раствором. Или это символ чего-то, что нельзя разрушить пушечным ядром. Мы привыкли измерять историю победами и поражениями, границами на картах и золотом в казне. Но истинная история Родоса 1522 года – это не хроника захвата острова. Это размышление о том, в какой момент человек перестает бояться неизбежного и начинает смотреть в лицо судьбе. Султан Сулейман пришел с армадой, способной затмить солнце. 1000 воинов, сотни кораблей, горы пороха. С точки зрения логики, исход был предрешен еще до первого выстрела. 5 сотен против 100 тысяч. Но здесь кроется первая великая истина войны. Материальное превосходство – это лишь иллюзия, пока не сломлена воля противника. Султан олицетворял собой порядок и расширение. Он был подобен океанскому приливу, который неминуемо поглощает берег. Но магистр Филипп и его воины стали тем самым берегом, о который разбивались волны империи. Они понимали то, чего часто не понимают завоеватели. Обладать городом не значит владеть его духом. Можно превратить башни в руины, но нельзя заставить руины служить себе, если те, кто их защищал, остались верны своей клятве. Самые страшные битвы Родоса развернулись не на стенах, а под ними в тесных и душных тоннелях, где человек оставался один на один со своей тьмой. Глубоко под землей, в абсолютной тишине, нарушаемой лишь шорохом вражеской кирки, каждый воин проходил через свое личное испытание. Тоннель – это метафора человеческого пути. Мы все роем свои ходы в темноте, пытаясь найти опору или сокрушить преграду. На Родосе рыцари слушали дрожь воды в тазах, ловя вибрации земли. Так и в жизни мы прислушиваемся к тревогам в своем сердце, пытаясь понять, откуда придет следующий удар. Битва в подземельях показала, когда свет факела гаснет, у человека остается только его внутренний свет. Если его нет, он проиграл еще до того, как сталь коснулась стали, и вот настал финал. Стены пали, ресурсы исчерпаны. Голод и холод стали полноправными хозяевами города. И здесь мы видим величайший парадокс истории. Султан, имея полную власть уничтожить защитников, предлагает им уйти. Почему? Может быть, глядя на окровавленные белые накидки рыцарей, Сулейман увидел в них зеркало своего собственного будущего. Он понял, что мужество врага – это высшая форма признания твоей собственной силы. Убить такого врага значит обесценить свою победу. Позволить ему уйти с честью значит навсегда запечатлеть этот момент в вечности. Это учит нас тому, что истинная победа не всегда выглядит как поверженный противник под ногами. Иногда она выглядит как молчаливое рукопожатие двух лидеров, которые сквозь ненависть и кровь смогли разглядеть друг в друге человека. Рыцари покинули остров. Они потеряли свои дома, свои храмы и свои святыни. Но они увозили с собой нечто более ценное – свою честь и свою историю.
Спустя столетия от их ордена остались лишь легенды, а замок Родоса стал туристическим объектом. Но вопрос остается прежним. За что мы сражаемся, когда понимаем, что финал предрешен? Почему мы продолжаем строить, зная, что время все равно обратит это в прах? Ответ прост. Мы делаем это ради самого процесса бытия. Ради того момента, когда человек говорит «нет» своей слабости. Родос напоминает нам, жизнь – это тоже осада. Мы все окружены обстоятельствами, временем и неизбежностью конца. Но то, как мы держимся на своих стенах, как мы ведем себя в тоннелях своего страха и как мы уходим в свой последний закат, именно это делает нас людьми. Закрой книгу. Свеча догорела. Но пусть тишина, оставшаяся после этого рассказа, станет для тебя не пустотой, а пространством для раздумий. Ведь в каждом из нас живет свой Родос, и только от нас зависит, останется ли он в памяти как место поражения или как символ непоколебимой воли.